Жалость толстая. Ой, попа-то какая толстая. Семка, ну заходи уже, раз зашел. Все, ждите. Ты первый, хорошо. Лежит. Все хорошо лежат. Красивые цветы, все. Все проверил? Молодец, все. Ложись. Добрый день, друзья. Профессор проверил, к съемке все готово, цветок одобрил. И сегодня я вам расскажу про эту орхидею. Это новая орхидея в моей коллекции. Приобрела ее не так давно в Lemana Pro. Видео на обзор из Lemana Pro оставлю в правом верхнем углу экрана. Орхидея мультифлора, размер миди, то есть 5 сантиметров цветочек. Вот эти крапинки на фотографиях, они кажутся бархатные, но они не бархатные, они матовые. И цветок что-то среднее между восковым и тонким простым. Лепестки средней плотности. Много было бутонов. Ни один бутон орхидея не сбросила, а продолжает их распускать. Производитель великолепный. И даже есть название на горшке. Конечно же, новички всегда теряются. Что же делать с орхидеей после покупки? Те, кто смотрит канал уже на протяжении 6 лет, прекрасно знают, как обработать орхидею после покупки и что нужно ее оставить в покое. У нас есть целый плейлист на канале о том, что нужно сделать с орхидеей после покупки, но все время вопросы повторяются. Хотя плейлисты я оставляю как подсказки в правом верхнем углу экрана, но все равно пересмотреть почти 1000 видео – это сложно. И сегодня такое сжатое видео о том, что я делаю с орхидеей после покупки. Производители что-то привносят все время новое. Вот раньше никогда не было вот такой сеточки. 5 лет назад никаких сеточек не было. А вот сейчас появились такие тонкие капроновые сеточки. Это сеточка транспортировочная для того, чтобы не рассыпался грунт. И когда вы видите такую сеточку на горшке, вы сразу смело все это отрезаете, убираете. Потому что, вот смотрите, сначала надевается сетка, а потом вставляется держатель цветоноса. То есть эту сетку надевают сразу после того, когда посадили орхидею в этот грунт. И она так сеткой растет. Но нам с вами эта сетка не нужна. Я ее тут уже надрезала. Отрезаю все это дальше. Разрезаю аккуратно. Старайтесь не задеть листики, потому что сетка на орхидее давно, и даже нижний лист был под сеткой. Старайтесь все это аккуратно отрезать. Вот здесь даже корни уже в сетку не помещаются. Вот видите как? И поверху растут сетки, корни. Аккуратно снимаем. Убираем эту сетку. Если где-то еще нужно подрезать, подрезаем, чтобы не навредить корням. А в некоторых местах, вот видите, корни даже через сетку проросли. Вот пробили где-то, нашли отверстие в сеточке и смогли прорасти. Но этот корень я отрежу, потому что он сухой и он не нужен орхидеи. И здесь вот еще есть слом корня. Не всегда сломы корней нужно отрезать, но в этом случае можно отрезать. Надрезаю всю сетку со всех сторон и убираю ее.
процесс, я вам скажу, не быстрый, потому что то корни, то листья проросли сквозь эту сетку. Видимо, на очень маленькое растение надевается такая сетка, и орхидея продолжает расти, пробивая части этой сетки. Видите, вроде как потянуло, а там еще есть что-то, что мешает мне снять эту сетку. И вот так, даже разрезая на мелкие части, вот одну часть сняла. Но вот здесь придется сначала отрезать сухие корни, потому что они тоже пробили эту сетку. Ух, сколько про сетку много приходится рассказывать. Думала, что я сейчас ее сниму в течение 3 секунд, но не получается. Так быстро, как хотелось бы. Ну вот, все. А нам с вами нужно увидеть шею орхидеи для того, чтобы решать, что делать дальше. Поэтому вот все это приходится снимать. Потом отрезаю сухие корни или сухие части корней. Все. Ты ножницами этими режешь. Ну и что? Всё. Ими удобнее резать. Ладно, хорошо. Взяла свои ножницы для вышивания. Мне ими было удобнее сетку разрезать, чем секатором. Но, конечно, корни можно обрезать секатором. И он у меня, конечно, здесь лежит рядышком, и он у меня есть. Но все корни успела отрезать ножницами. Что нам нужно внимательно рассмотреть? Шею орхидеи. Вот под этими сеточками шеи не видно. Вот шея вся чистенькая. Посажена очень глубоко, корней много. Вот все, что я могу сказать об этой орхидее сейчас. В горшке, ну, вообще невероятное количество корней. Сразу могу сказать, не все выживут, но их много. И пересаживать такую орхидею я сразу не буду. Я всегда даю возможность орхидеи распустить бутоны, отцвести. И только тогда, когда орхидея начинает расти, я делаю пересадки. Но для того, чтобы орхидея росла, распустила все бутоны и цвела, ну что нужно делать? Просто ее поливать. Поливаю я ее только водой. Во время вот такого магазинного или цветения еще от производителя не нужно орхидею поливать каким-то удобрением. Мы никогда не знаем, что использовал производитель. А производитель может применять для такого цветения и для роста орхидеи и гормоны, и стимуляторы, и ускорители. И если вы начинаете поливать каким-то своим удобрением, то вполне возможно, что орхидея просто сбросит цветы. А мы же хотим, чтобы она нас долго радовала своим цветением. Поэтому про то, чем удобряют производители, какие гормональные средства вносят и как это влияет на орхидею, у нас есть видео, которое я оставлю, опять же, в правом верхнем углу экрана, чтобы вы могли посмотреть и понять, что это такое. После того, как мы вот открыли орхидею, сняли с нее прозрачный пакет, в котором они продаются, с прозрачными пакетами тоже бывает много вопросов. Сколько держать этот прозрачный пакет на орхидее, когда вы ее принесли домой? Если у вас температура на улице плюс 25 градусов, вы можете сразу снять этот пакет. Если у вас покупка осенняя, весенняя и даже зимняя, вы же сами прекрасно понимаете, у кого-то зима теплая, то есть около нуля, как у нас в Ростове-на-Дону.
А у кого-то минус 30 бывает. Мы же укутываем орхидеи, мы же везем их, чтобы их не заморозить. И вот этот пакет, если у вас очень холодно, мы снимаем тогда, когда температура сравнялась вот там в пакете и в вашей комнате, когда она стала одинаковой. Не нужно вот сразу, вот вы внесли орхидею и сразу снимать этот пакет, но орхидея испытает опять же стресс. Она и так, пока едет к нам, очень много стрессов испытывает. И температурных, и влажности, и вообще без света едет. У нее и так достаточно стресса. Сколько нужно для того, чтобы сравнялась температура? 2, 3, 4 часа. Не снимайте пакет смело, температура будет одинаковая, и орхидея испытает наименьший стресс. Все мы это сделали, сняли, полюбовались цветочками, полюбовались листиками. После того, как сняла пакет, сразу осматриваю орхидею в микроскоп. У меня есть такой маленький ювелирный микроскоп с увеличением 60, и мне видно вредителей, если они, конечно, есть, в этот микроскоп, даже клещей. Но если вдруг на вашей орхидее вы увидели щитовка, мучнистый червец, их видно и без микроскопа. А вот клещ чаще всего, его нужно рассматривать уже вооруженным глазом. И у меня для этого есть микроскоп. Посмотрели, убедились, что на орхидее нет никаких вредителей, и протираем орхидею любым калийным мылом. Я чаще всего использую зеленое мыло. Обязательно развести мыло не вот тем раствором, который в этой баночке, а сделать специальный раствор с водой. 100 мл воды, пол чайной ложки зеленого мыла. Берете ватный диск и протираете орхидею от пыли. Если там что-то не заметили, каких-то вредителей, вдруг у вас нет микроскопа, вы все это протрете, уберете вот всю пыль, обязательно цветонос, в общем, все видимые зеленые части орхидеи мы протираем. И если на держателе цветоноса есть какой-то налет, достаньте аккуратно держатель цветоноса. Вот можете открепить от него орхидею, достать его, вот у меня чистенький, протереть, вставить в то же отверстие, где он и находился, и опять прикрепить цветонос, и пусть все это дальше так стоит. Теперь, как я поливаю такие орхидеи? Поливаю или по краю горшка, ну это я делаю вот такой грушей. У меня поддончик всегда стоит под орхидеей. Высота поддончика 1,5 сантиметра. И я вот так по краю горшка, проливая орхидею, набираю полный поддончик воды. И оставляю. Когда орхидея хорошо просушена, вот эта вода впитается в грунт буквально в течение часа. Но если вы сделали такую процедуру, и у вас 3-4 часа вода не впитывается, значит, выливаем воду, и вы слишком часто поливаете орхидею. А когда поливать орхидею, мы смотрим на корни. Корни должны быть не такого и не вот такого цвета. Корни должны быть серебристого цвета, вот такой серебристый цвет. Давайте сравним. Вот видите, разница в цвете. Вот такие серебристые корни нужно поливать. А когда они вот такие еще зеленые, поливать пока не надо. И желательно орхидею поставить на карантин. То есть не ставить сразу в коллекцию, потому что бывают такие вредители, которые вы сразу не рассмотрите. И, как мы всегда говорим, на месяц поставить, а потом можно ее присоединить. Вы знаете, бывает такое, что трипс пробуждается и через 2 месяца. Вот сколько возможно,
Подержите орхидею на карантине, пусть это будет месяц, 2, 3, если есть такая возможность. Если нет такой возможности, первая обработка, которая может быть у орхидеи, это, конечно, от клеща. И потом понаблюдать за орхидеей. И пусть она стоит, пока не сбросит все цветы, не отцветет, пускай стоит на карантине. Но это я говорю для новичков. У кого большие коллекции, они знают, как поступать с такими орхидеями. Ну и теперь, если остались вопросы, пожалуйста, задавайте под видео. Я с удовольствием отвечу. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.